Меня зовут Дима, и я уже целый год живу с семьей в Польше. Мы приехали сюда вот ровно год назад. Но это видео я бы не хотел позиционировать как сравнение. Просто хочу озвучить свои интересные наблюдения, на мой взгляд, не банальные. Я просто насобирал архив каких-то частностей, конкретных вещей, которые меня приятно удивили. Я не хочу сравнивать со страной, где я родился, с Беларусью, потому что мы там с 2013 года не живем, чтобы не было контекста негатива в чью-то сторону. Я просто озвучиваю сейчас моменты, которые мне нравятся здесь и для меня, вот для моей ментальности, непривычные. По дороге из детского сада я всегда захожу на площадку, которая у нас на районе. И эта площадка всегда у меня вызывает очень прикольные эмоции, потому что здесь очень круто все обустроено. Там турники, вот здесь волейбольная площадка, на которую вешают постоянно сетку, когда тепло, сейчас просто холодно, песок. Здесь работает человек, который постоянно убирает и следит вот за вот этой комнатой внутри. Сейчас я покажу, расскажу, что это. Ну, в общем, здесь такие тренажеры, ну, понятно, что это что-то такое не совсем серьезно, но тем не менее это есть. Есть площадка для игры вот в эти штуки. Я не знаю, как эта игра называется, с шариками. Вот в целом вся эта вообще территория называется скейт-парк. Вот здесь можно кататься, здесь катаются на роликах, на великах. Вот эти все штучки. Наверху еще там зона, можно заниматься йогой, проводить какие-то, не знаю, групповые занятия физкультурой. Я видел, что сюда приходят какие-то частные тренеры по волейболу, по бадминтону. Мы вот в бадминтон здесь играем. Но самое прикольное, что вешают сетки. Баскетбольная поляна тоже с сетками. Постоянно, я видел, один раз была порванная сетка, уже на следующий день новая. Ее поменяли. Вот это тоже всякие рампы для скейтов. Тут вот сидеть, отдыхать. Там беседочка. Вот здесь скамеечка. Постоянно люди играют в баскетбол. Видите, кольца с сетками. Видеозапись. Здесь все снабжено видеокамерами. И это просто обычный супер простой район, последняя станция метро, то есть это не какой-то элитный район, это просто обычный райончик. Вечером поляна освещается, вот сейчас 6:15, тут светло, вот здесь до сих пор сидит работник, мужчина, который смотрит за всем, за порядком. Покрытие такое мягкое, резиновое, качельки. Вот здесь куча объявлений всяких на занятия спортом. Ну, понятно, что здесь вешают, наверное, частные или какие-то секции, кружки дополнительные, вешают свою рекламу. Вот тут внутри тут диван, столики. Здесь вот куча всяких настольных игр. Чуть позже человек достает мячи, волейбольные, баскетбольные, футбольные. Приходят подростки, дети берут со двора, играют во что хотят. Вот тут для детей какие-то забавки. Туалет, раковина. Вот, для маленьких детей перепеленать, кому нужно. Чистый туалет. Просто с туалетной бумагой. Все для людей. Дякую. Chciał pan jeszcze zapytać, ja tak nagrywam taki filmik na YouTube o tym, jak to wszystko działo w Polsce. Kim finansowane to boisko? Urząd Gminy, czyli z podatków... Z państwowych? Znaczy z państwowych, nie wiem czy nie z miejskich, bo miasto, prezydent ma jakąś pulę i rozdziela na dzielnice. I oni przeznaczają na sport, na inne rzeczy. I to akurat z tej puli sportowej na sport i turystykę przeznaczona jest jakaś tam część pieniędzy, którą przeznaczona na ten obiekt. Ta pula pieniędzy jest rozdzielana na różne obiekty, nie? No tak, ja rozumiem, tak. Ale tak bardzo tak fajnie wszystko organizowane. Dla wszystkich, kto tylko chce, może przyjść i... Tak, no to jest takie otwarte, więc bezpłatne, tak jak widać, nieogrodzone, więc o każdej porze można przyjść. Dziękuję bardzo. Там, где хорошие дороги, тротуары, инфраструктура, это забота о человеке, уже того общества, который покрыл с лихвой свои базовые потребности. И я не говорю, что такого нет в других странах.
Вот, уверен, что проходит время, и, наверное, в Беларуси, в России, в Украине, во Франции, в Германии, в Польше, в Швеции. Вот где вы там живете, напишите, если у вас что-то такое похожее. Очень интересно было бы узнать. Вот такая суперорганизованная бесплатная площадка с натянутыми сетками, где можно прийти людям взять, любым детям с района взять мячи баскетбольные, волейбольные. Вот такой инвентарь весь. Интересно послушать, где такое еще есть. Вот знаете, есть такая фраза: о заведении судят по туалетам. То есть про рестораны так обычно говорят. Точно так бы я перенес бы вот этот принцип на такие вещи, что если посмотреть то, о чем думает, задумывается общество в глобальном смысле, помимо базовых вещей для себя, это выживание, зарабатывание денег, чтобы прожить, потом, чтобы затопить там тоску свою алкоголем или просто зажрать все. Когда уже вот этим всем общество насыщается, и так же, как и индивидуально каждый человек, тоже когда насыщается базовыми вещами, он уже способен думать о чем-то более высоком, достаточный уровень развития, нормальный уровень жизни и, самое главное, моральное, душевное удовлетворение этой же жизнью, то общество уже двигается на пути развития дальше и начинает думать о том, что вокруг. Так вот, что я видел в Польше? Поляки и сама Польша как государство много думает об окружающей среде и о природе. То есть для меня это, на мой взгляд, достаточно важный показатель. Вот такие детали, о которых можно говорить бесконечно и подмечать. И еще неделю назад не было вот этих скамеек. Да, это возле дороги, как бы не самое лучшее место, наверное, но дело не в этом. Дело в том, что этих скамеечек не было. И вот мы проходим, и здесь написано: бюджет обывательский. Кто-то проголосовал, выделили дополнительные деньги. И вот это просто потрясающе. Дети нас позвали для птичек водичку, бассейнчик для птичек, чтобы попить птицам воды. Но это же просто какой-то уровень космос. Подождите, а это что такое, мама? Отель для насекомых. Отель для насекомых предназначен для создания благоприятных условий для обитания и размножения различных полезных насекомых, таких как пчелы-одиночки, божьи коровки или жуки. Это просто потрясающе. Люди думают о насекомых. Люди строят отели для насекомых. В какой стране будут строить отели для насекомых? Ответ очевиден. Там, где уровень своей жизни уже достаточно выше среднего, где ты можешь думать о ком-то другом, о чем-то другом, о более возвышенном, это точно не будет строить нации или люди, которые барахтаются еще где-то на уровне развития в каких-то там выгребных ямах и думают, как бы выбраться из нищеты. Из финансовой нищеты и из духовной нищеты. Потому что духовно нищие люди просто не будут строить отель для насекомых. Кстати, если вы первый раз на этом канале, вам интересен переезд в Польшу, или, может, вы недавно переехали, у нас есть телеграм-канал, там мы собираем по возможности всю полезную информацию, какие-то ссылки, у нас там про обучение языка есть, про поиск жилья в Варшаве, очень надежные контакты, мы делимся агентами, которые надежные, с классными ценами, со скидками на услуги, покупка, продажа недвижимости или поиск арендного жилья, есть оказионаймы по хорошим ценам со скидкой. Короче, все это у нас в телеграм-канале, в закреп-посте, ссылка на телеграм в описании, там планируем постить, общаться, просто взаимодействовать с нами каким-то образом, кому это и нужно вообще интересно, приходите, всем рады. Вот еще один прекрасный, замечательный пример. Пывająca выспа, это вот на пруду. Здесь пруд, который под Варшавой, там дикие местности всякие, и тут лисы водятся, и хищники, тут много бобров. Делают специально вот такие островочки, чтобы там могли птицы, вот здесь это все написано, свое потомство безопасно разводить, чтобы были защищены от лисов, которые бегают вокруг. Просто специально делают вот такие вещи. Мосты для животных, которые находятся вдоль всех больших скоростных трасс. Это гигантские такие мосты, которые созданы специально для того, чтобы животные могли пересекать эти трассы, потому что эти трассы, они скоростные, естественно, огорожены, чтобы ни одно животное не смогло выбежать, потому что ДТП, потому что большие скорости, и на этих трассах строят вот эти мосты. Возможно, сейчас скажу, что боже, да, они уже строятся везде, еще что-то. Повторюсь специально, последний раз повторюсь, специально для таких персонажей, которые не услышали с первого, со второго раза, что я не сравниваю. Я говорю, что здесь. Не знаю, где еще и как. Возможно, да.
и дальше в Европе такое есть, возможно, уже есть в России, в Беларуси, в Украине, не знаю. Я сейчас говорю о том, что вижу здесь, и что мне здесь это нравится. А это я сижу в туалете в торговом центре. Я понимаю, что, наверное, в торговых центрах сейчас везде так, во всех странах мира. Не знаю, напишите в комментариях. Ну вот, тем не менее, здесь такая вот штука. Почилить можно, детские забавки. Тут можно перепеленать детей. Ну, я думаю, что так везде, наверное, да? Так везде? Тут специально для детей. Так везде? Везде же, наверное. Ну, мне кажется, везде. Еще кое-что хотел показать. Здесь, во-первых, просто нереально крутанская детская площадка. Вот с цветным песком. Это под Варшавой сейчас находимся. Здесь вот такой импровизированный тренажерный зал на открытом воздухе, да, такие тренажеры. Но рядом с этими тренажерами находится общественный дефибриллятор. Это если вдруг тут позанимался, не рассчитал силы, и сердце у тебя там остановилось, ты просто подошел и сделал массаж сердца. Это для спасения жизни. Просто вот. И он стоит в общественном доступе, и все. Пожалуйста. А здесь сейчас зима, вот здесь прудик, вот здесь вот приносят летом, когда тепло, стулья. И вот там, видите, ворота, вот это, получается, сюда вешают экран и показывают фильмы на открытом воздухе для всех желающих. Рядом с такой площадкой, импровизированным таким спортивным уголком и дефибриллятором. Ну, как бы, что тут подумаешь? Подумаешь, да? Ты вот как-то в Польше чувствуешь это, что и государство, и особенно вот эти местные органы управления, они думают о людях. Мы в прошлом видео поднимали вопрос о коррупции. Много поляков с гордостью писали в комментариях, что Польша поборола коррупцию на таком низшем уровне. Понятно, как я и говорил, что, скорее всего, коррупция на каких-то супервысоких там уровнях, эшелонах, она, наверное, вообще везде есть, мне кажется, даже в самых таких чопорных странах, как Скандинавия, где все там по закону, и все так спокойно, и все правильно. И везде, наверное, но мы сейчас говорим про такую коррупцию, коррупционное мышление среди обычного населения, среднего класса. Здесь вот поляки с гордостью писали, что они от этого избавились. И многие вещи вот на каких-то таких вот как бы на депутатах среднего уровня, там местные органы там, управления, самоуправления, в общем, решают реально много всяких вещей для улучшения комфорта и качества жизни простых людей. Вот это очень важно, это вот в Польше оно очень чувствуется. Сейчас вот происследуем качество игровых площадок, которые делают в Польше, вот в Варшаве. Просто обалденные качественные всякие лазалки с такого сруба, с цепями, с этими канатами, все очень крепко. Вот это такие основательные лазалки, с песком играть, канаты, в общем, качество такое сбитое прям. Очень много скамеек для родителей, тут летом пруд, фонтанчики, шезлонги поваляться, почитать. Летом от жары для родителей. Так, кстати, шахматная доска. Ну, понятно, что в шахматы вряд ли кто-то играет, но тем не менее. Чили для родителей. Вот такой навес. Это, кстати, написано за чьи деньги, что за бюджет, за государственный бюджет. Такое здание под туалеты чисто. Здесь можно для мам кормящих, можно покормить детей. Отдельное помещение. Платомат, монеты. Здесь для инвалидов. Вода питьевая. Здесь мужской, женский. Вот такая вот уборная общественная. Прямо в центре. Что? Мы все это делали, я такая, если Тея захочет писать, я прошу папу сводить. Сложно, да. Она смеется. Она смеется, давай из того, что я сказала, и папу жду. Вот, кстати, бесплатные пакеты для какашек. Если у вас свой питомец, и вы забыли пакетики, то здесь, пожалуйста, общедоступные
можно взять и воспользоваться. Нам уже в комментарии накидали немало претензий, что мы вот тут розовые блогеры, как нас назвали, что мы видим одни плюсы. Но дело в том, что на самом деле мы реально говорим то, что видим, и то, что происходит в нашей жизни. То же самое нам очень часто писали на Бали. Когда вот мы жили, у нас есть отдельный балийский канал, что мы тоже очень много говорим только хорошего. Но это тоже не так. Просто дело в том, что мы привыкли проецировать, положительное. Да, у нас тоже много проблем каких-то и негативных моментов. Все случается, но последние 5-6 лет мы стараемся не фокусироваться на негативе. Раньше я очень много не фокусировался на негативе и как-то в один момент понял, что мне это никаким образом не помогает жить. Зацикливаться и жить в этом, тонуть в этом, смысла нет. Стараешься видеть хорошее. Безусловно, минусы в Польше какие-то мы тоже замечаем. Есть там записано у меня около 5-6 пунктов, и я планирую отдельно видео и общаюсь с кем-то, почерпнул что-то в комментариях, какие-то адекватные комментарии с критикой от поляков и не от поляков, от уже репатриантов, которые с паспортами здесь живут уже долго. Друзья, знакомые звонили, тоже много рассказывали интересных моментов, с которыми мы не сталкивались. Это я к тому, что видео про минусы мы соберем, обязательно сделаем, но я хочу его сделать основательным. Я записываю пункты, которые действительно есть. У меня там пункта 4-5, от которых прям бомбит, и когда насобираю, туда и сделаю. Но пока список еще не полный, чтобы прям на целое видео, поэтому пишите в комментариях, очень интересно ваше мнение, поучаствуем, обсудим и что-то, возможно, тоже озвучим в видео. Так. Блин, не успел снять, тут семья косуль бегает. Выехали в лес, тут возле Бимова есть лес маленький. И там целая семья косуль была. Вон они там, я их вижу еще отсюда. Камера не увидит, девочки, смотрите. Мы можем пойти вдоль, может там еще будет видно что-то. Все зоны, лесные зоны, постоянно оснащены всякими дорожками. Там для пикников домики, большая детская площадка, там потом покажем. То есть все, куда ни приедь, все очень чинно, все для гуляний, проводить время просто. И это все в черте города. В черте города бегают косули в черте города. На самом деле недавно видел пост, какой-то фотолюбитель, такой фотохантер, расставлял ночью эти камеры и запечатлел собрал все виды животных прямо в границах Варшавы, в городе. И еноты, и косули, и лисы, кого только не нашел. То есть настолько у них забота о природе, о естественной среде обитания, даже для насекомых, для животных, что этот самый. Ищем косуль, наверное, не убежали. Короче, это очень круто. И время проводить в таких местах. А опять мы видим что-то для пчел. Такая штука, чтобы пчелы могли здесь размножаться. Как улей сделаны искусственные для пчел. Смотри, надо перевести, что здесь посмотреть. Забота о наших трудолюбивых друзьях написано. Конечно, не без такого. Все равно найдутся те, кто непременно нагадит прямо посреди леса. Нет нигде идеального какого-то общества, идеального места. Лишь это в процентном соотношении смещения в адекватность, в цивилизованность или в такую маргинальную какую-то сторону. То есть просто отношения разные. Что такое-то? Это кто-то катается на качелях. Про эту игровую площадку я говорил. Там качели. Она такое выглядит все брутальненько, антивандально, но тем не менее в лесу. Это даже не парк, это такая лесополоса, или как это правильно называется. Сейчас, конечно, при такой погоде все выглядит серенько, дождь идет, хотя сегодня 1 марта. Но когда зелено, когда лето, здесь вообще потрясающе, очень много людей, очень круто. Там велики есть где пристегнуть, короче, класс. Нашли бюджетный вариант жилья на Бимова. Кому интересно, обращайтесь, контакты дадим. Держи.
Вот таких интересных вещей наснимал о Польше, живя здесь всего лишь год. Мне все время как-то сподвигало задуматься о том, вот реально о чем думает общество, которое занимается вот такими вещами. Это прикольно. Всегда рады всем на нашем канале. У нас много видео уже о Польше, много полезной информации о Польше. Подписывайтесь, кому интересно. Оставайтесь с нами. Увидимся в новых видео. Пока-пока.